Добрый день. Я уже немножко посмотрел, чем вы здесь занимаетесь. Надеюсь, послушать. Расскажите поподробнее. Во всяком случае, то, что я видел, впечатляет, очень интересно. Ну и самое главное, на мой взгляд, это то, что участникам нравится. Нравится? Да. Давайте начнем. Прошу вас. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Антон Чубаков, я из города Тулы, по образованию художник-живописец. Представляю на Тавриде проект «Самовар Блоха 21 века». Но вопрос у меня немножко такой по профессии. Сейчас, чтобы стать профессиональным художником, учатся приблизительно 15 лет в общей сложности. Художественная школа, училище, потом институт, и потом художник начинает самостоятельно искать работу. В советское время был такой опыт, что молодой художник, заканчивав высшее учебное заведение, шел в союз художников, при котором существовали художественные комбинаты, и молодой живописец, ну или другой, да, мог поработать, скажем так, получать заказы, поработать на страну, скажем так. И мне, Владимир Владимирович, хотелось спросить ваше мнение, возможно ли возобновление такой традиции сейчас, и можно ли, скажем так, послужить, да, стране по искусству? Спасибо. Не буду скрывать, я, конечно, не знал, что эти художественные комбинаты прекратили существование. Их нет, да? Да, но, конечно, можно и нужно над этим подумать, имея в виду, что это все-таки особый вид деятельности. Творчество никуда в прокрустовую ложу не загонишь. Поэтому, да, поддержка нужна. И я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть, сказать, личные друзья, которые занимаются этим видом творчества. Я знаю, с какими сложностями они сталкиваются в поиске заказов, но нужна какая-то стабильность. Я понимаю. Значит, обязательно с коллегами поговорим, в том числе в Министерстве культуры. Думаю, что вполне можно будет что-нибудь такое воссоздать. Угу. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Андрей Григорьев, город Екатеринбург. Я ученик всемирно известного Николая Калиды, создателя Калида театра. Вам от него огромный привет. Вот. Мы не так давно экранизировали судьбу Николая Васенина. Это герой войны, участник французского сопротивления. Вы наверняка слышали эту историю. Нас тогда очень хорошо поддержали деятели культуры, искусств. Деньги собирали там с миру по нитке. И Сергей Викторович Лавров даже записал видеообращение в поддержку нашего проекта. Фильм состоялся. Он имел совершенно очень большую экранную судьбу. Мы показали фильм в 57 городах. Даже получили президентский грант. Вот. Русская медная компания выступила спонсором проекта. Игорь Алексеевич Алтушкин просто влюбился в судьбу Николая Васенина и в успехи нашей съемочной группы, и вот поддерживал до самого, до конца этого проекта. Ну и мы до сих пор занимаемся этим фильмом, конечно же. Мы поддерживаем судьбу Николая Максимовича Васенина. Вот. Историю, наверное, не стоит пересказывать, но что важно, я бы хотел отметить, вот это мой третий фильм «Васенин», я его закончил. Сейчас я делаю дебют художественного фильма. Это художественный фильм о Григории Перельмане, математике, всемирно известном, гордость, просто жемчужина мира математики. Год мы разрабатывали этот проект, поздравляли Григория Яковлевича с днем рождения, с 50-летием, с оркестром, под окнами, вот как-то так немного маргинально, но все вот было просто супер. Вот. И 8 июля удалось встретиться лично. Июня. 8 июня. Большая удача для вас. Действительно, это большая удача, потому что это просто отдельная... Насколько я понимаю, такой затворнический образ жизни. Затворнический образ жизни. Если можно, прямо вот откройте сейчас эти материалы, посмотрите, почитайте. Вот я буду параллельно рассказывать. Удалось очень много, и сейчас мы переходим уже на, скажем так, на производственную стадию. То есть мы бы хотели вас попросить, очень попросить, чтобы вы, нам денег не надо, нам нужно, чтобы вы написали письмо рекомендательное Министерству культуры, потому что это очень приветствуется, рекомендательные письма. И если у нас будет такая оценка, вы первый зритель в стране, и успех там 28 панфиловцев, успех «Легенда 17» и многих других фильмов, во многом, мне кажется, они обязаны вам. Поэтому вот прям полистайте материал, это молодой актер Калида театра. Почему здесь написали самый удачливый математик? Он самый талантливый, наверное, самый талантливый, гениальный, может быть. Гениальный, безусловно, потому что... Удачливый, это что такое? Можно еще один момент? Вот... Он что-нибудь нашел, он же не за грибами ходил. Вот из Курантовского университета деньги, которые он получал, вот именно на эти деньги он смог доказать гипотезу Пуанкаре. Это просто феноменально, потому что платились миллионные гранты
по всему миру. 98 лет гипотеза была просто непонятна людям, а сегодня есть такая возможность увидеть мир в четырехмерном пространстве. То есть то, что он сделал, наверное, еще потребуется время. Как алгоритмы кредитных карт. Никто не понимал, зачем математики это придумали, но это случилось. И мы хотим вас буквально попросить, придите к нам на премьеру, поддержите наш фильм. И обязательно, если вы сможете, там все написано очень подробно, рекомендательное письмо. Григорий Перельман, он Григорий Яковлевич выслушал весь проект, он не возразил. Не возражает. И я общался еще с Сергеем Евгеньевичем, его учителем. Ну да, самое главное, чтобы просто поймите, чтобы он поддержал. Безусловно, потому что о Хокинге 2 фильма снято, о Стивене Джобсе. Просто надо любить сегодня. Нет, вы правы абсолютно, я полностью вас поддерживаю. Но все-таки у него разрешение надо спросить. Конечно, но он что подписывать не будет, сразу же говорю. Просто нужно сделать так, чтобы это наша художественная интерпретация его жизни была максимально объективной. Я сделаю все для этого. Вы правы абсолютно. Полностью вас поддерживаю. Вы поддержите нас? Абсолютно. А придете на премьеру? Я постараюсь. Спасибо. Я же не знаю, когда у вас будет премьера. 13 июня 2019 года. 664 дня до премьеры. Посмотрите, там прям написано. Хорошо. На фото Алексей Романов, актер Каледа театра. Да. Спасибо. А сам Перельман придет? Я очень надеюсь. Друзья, давайте от кино к театру. И если никто не против, я бы хотел дать возможность ребятам, молодым деятелям культуры, из этой части нашего импровизированного зала тоже задать вопрос. Данил Чащин. А это не молодые, СТД. как будто дети. Это молодые тоже. Тут все молодые. И все участники нашего форума разных лет. И все добились уже определенных результатов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Данил Чащин, я родом из города Тюмень. Я театральный кинорежиссер, и поэтому вопрос будет касаться режиссуры. Причем это такой, знаете, достаточно насущная проблема, которая на Тавриде уже обсуждается 3 года, и в нашем кино и театральном образовании вопрос постоянно поднимается, поддерживается ректорами, ведущими театральными педагогами и кинопедагогами, но как-то не переходит до каких-то прямых поручений. Речь идет о возможности получить режиссерское бюджетное образование людям, у которых есть высшее образование. По своей специфике режиссура такая профессия, которая требует накопленного жизненного и профессионального опыта, знаний художника, хореографа, музыканта, актера. Ведь многие наши великие режиссеры, например, как Юрий Петрович Любимов или Василий Макарович Шукшин, они стали режиссерами, когда им было сильно за 30. У них до этого были другие профессии. И сегодня я знаю огромное количество, просто я часто езжу по провинции, ставлю спектакли, большое количество одаренных, талантливейших людей, у которых есть высшее образование, они спрашивают у меня, как стать режиссером, и я им отвечаю, если у тебя нет 300 тысяч, то никак. А мне кажется, что искусство, оно строится на личности. А режиссер – это главная личность, которая организовывает процесс. И если у нас будет больше таких личностей, то у нас будет совершенно другой уровень кино и театра. В чем вопрос? В том, что можно ли, Владимир Владимирович, как-то запустить какой-то механизм решения этой проблемы через систему президентских грантов? Спасибо. Можно, конечно. Они, по-моему, уже действуют у нас, гранты. И, по-моему, в этой сфере тоже. Пока я не слышал. Я немного в сфере. У нас действующее законодательство, действующий закон, он разрешает получить только одно высшее образование на бюджетной основе, бесплатно, да? Это правда. Но систему грантов, конечно, можно предусмотреть. То есть она у нас действует, надо только посмотреть, распространяется она или нет на эту сферу деятельности. Я знаю, что Минкульт поднимал уже этот вопрос. Я их поддержу. Думаю, что это не такие уж большие деньги, это штучный товар, что называется. Здесь вы правы, режиссура штучный товар. Поэтому, конечно, это можно будет и нужно сделать. Мы поддержим, конечно, сделаем. Спасибо большое. Я думаю, сейчас в эфире очень много людей аплодирует этому вашему решению. Спасибо. За новых Шукшиных. Кстати, что касается грантов, в прошлом году вы к нам приезжали. Сегодня, кстати, одному из наших выдающихся режиссеров исполнилось 80 лет, Андрею Кончаловскому. Давайте поаплодируем, поздравим. Что? Что касается грантов, еще один грантовик нашей Тавриды, человек, которого вы в прошлом году поддержали, хотелось бы немножечко услышать, может быть, от него. Это Леша. Он представляет архитекторов, комьюнити архитекторов, представляет Московский архитектурный институт. Проект его касается реконструкции Кремля. Может быть, каких-то пару-тройку слов о развитии, как у вас? Да.
Владимир Как, Владимирович, здравствуйте. выселяют, что ли, на время реконструкции? Можно будет оставаться на рабочем месте? Нет, нет, это мы не подразумевали. Проект касается восстановления Чудового и Вознесенского монастырей на месте снесенного 14-го корпуса. Год назад мы вам показывали, получив грант, мы завершили этот проект. В целом идея принадлежала вам, в 2014 году вы ее озвучили, и мы практически сразу решили приступить к этому проекту. Подходили мы к нему не только в узкопрофессиональном смысле, как к восстановлению памятников истории архитектуры, но как к возрождению высокой национальной культуры русской цивилизации, которая проявлена в архитектуре. То есть не только восстановлению прошлого, но, что не менее важно, созиданию будущего на мощном фундаменте нашей великой истории. Также вы говорили о том, что необходимо придать некую популяризацию этому проекту. Вы архитектор? Да. А излагает как писатель и поэт. Просто приятно слушать. Вы говорили, что необходимо придать на суд общественности этот проект. Что мы постарались сделать? Мы показывали его в 2 документальных фильмах по центральному телевидению, давали интервью на одних из самых известных научных конференциях архитектурных, показывали. Сейчас вот мы написали свою книгу, я хотел вам передать. Здесь говорится о том, что проект создан на основе высоких компьютерных современных технологиях в синтезе с традиционными классическими школами реставрации. Недавно этот проект мы показали патриарху Кириллу. Он сказал, что этот проект очень важен и поддерживает его. Кроме этого, интересным образом этот проект стал, если можно так выразиться, элементом мягкой силы России за рубежом. Совсем недавно правительство Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины приняло решение по прототипу проекта из этого храма, из этого проекта построить храм, посвященный русским страстотерцам Романовым в столице республики Баня-Луки. Сейчас мы при содействии Сретенского Московского монастыря договорились уже с епархией и согласовали проект. Владимир Владимирович, мы хотели бы я и от лица всего нашего коллектива выказать желание дальше работать по этому проекту и, возможно, по вашему поручению официально продемонстрировать уже в полной мере этот проект общественности, а дальше, если будет сочтено это возможным, начать проект по реализации. И я верю, что именно на этом проекте может вырасти новое поколение архитекторов, которые будут не только творческой элитой, но, что не менее важно, патриотической и духовной. Именно при таких условиях архитектура в России всегда расцветала и приобретала высший интеллектуальный характер. Как вас зовут? Спасибо. Еще раз. Алексей Капустин. Да. Леша, вот мне вот идея это очень нравится. Сдерживает только одно. Мнение ваших старших коллег по цеху. Специалистов в области истории, архитектуры, археологии. Многие мне говорят, не надо трогать. В Кремле не нужно новоделов. Какой бы ни был хороший новодел, он всегда на фоне древних церквей, имеющихся и сохранившихся, будет смотреться как новодел. И это первое обстоятельство. Второе, все это на месте, на таком месте, где археологи считают необходимым производить раскопки. В общем и целом, это предмет для дискуссии, для обсуждения. Он не может быть принят единолично. Это должно быть устойчивое, общественное, выраженное обществом желание или воссоздавать на этом месте то, что было, или законсервировать то, что есть, и только на основе вот такого широкого общественного обсуждения может быть принято окончательное решение. Но само по себе, конечно, это привлекает. Очень хотелось бы возродить то, что у нас было утрачено. Ну, здесь только вопрос в том, чтобы, восстанавливая утраченное, не навредить тому, что у нас сохранилось. Вот давайте вместе подумаем над этим. Ладно? Спасибо вам большое. Друзья, если никто не против, у нас форум на самом деле для людей с разными возможностями, в том числе и для людей с безграничными возможностями. Мы этим гордимся.
Не все, конечно, у нас здесь идеально, если говорить об архитектуре и доступности в целом, но мы стараемся, честное слово. Я хотел бы вот дать возможность задать вопрос Светлане, она тянет руку. Спасибо, Сергей. Да. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я к этой встрече с вами шла 3 года, чтобы лично поблагодарить вас за мирное небо над головой и за возможность нам, творческим людям, заниматься тем, чем мы занимаемся. Огромное за это спасибо, потому что наши бабушки и дедушки такой возможности, к сожалению, не имели. Вернемся к делу. Собственно, да, Света Козинова, дизайнер одежды, Москва. Как понимаете, я представляю довольно малочисленную группу россиян, нас всего до 13 миллионов по России, и есть проблема. Никто не создает для нас красивую, удобную одежду. Иронию почувствовали, да? 13 миллионов – это почти 10%. Но это ни много ни мало, к сожалению, этот процент растет как среди совсем молодых людей, так и более взрослых. От этого никто не застрахован, к сожалению, да. Никто не создает для нас красивую, удобную одежду, и никто при этом не учитывает наше мнение. На этом форуме, пообщавшись с экспертами, мы пришли к выводу, что пора менять ситуацию, пора действовать. Поэтому мы создали проект, в рамках которого более 250 инвалидов со всей России сами примут участие в разработке и создании инклюзивной коллекции одежды полного цикла. И я хочу попросить вас, как самого медийного человека России и мира, и вашу замечательную команду принять участие в данном проекте и поддержать на самых разных областях. Вы вовремя сейчас вот об этом заговорили. Скажу почему. Потому что сейчас только правительство готовится соответствующим документам. Стратегия тоже очередная, но она конкретная совершенно, связана с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями по здоровью. И ее, вот эту тему точно совершенно можно и нужно включить в эту стратегию. Там на, по-моему, 2-3 года где-то достаточно неплохие деньги запланированы, до 1,5 миллиарда для начала. Поэтому и ваше направление туда мы включим обязательно. И можно еще один вопрос? Помимо финансовой поддержки, что, конечно же, важно, вы как лидер нашей страны готовы принять участие в рекламной кампании этой одежды? Этой одежды готов. Спасибо вам большое. Вообще, кстати,